Привет! Дом в окрестностях Форт Лодердейла за $1 миллион. Это реально или нет? Сегодня хочу показать вам удивительный дом. Нашла его для своих клиентов. Это настоящий дил. Потому что новостройку в окрестностях Майами за $1 миллион в таком отличном состоянии найти очень сложно. Здесь, получается, дом расположен в городе Форт Лодердейл. Это флоридская Венеция, так называемая, благодаря своим каналам. В городе есть International аэропорт и известный своим очень популярный даунтаун Лос-Олос, где много ресторанов, галерей. Итак, в этом доме 3 спальни, что можно пройти посмотреть, 1 санузел общий. Здесь есть гараж на 2 машины. Открытие гаража отправляется с мобильного телефона. Можно открыть и закрыть дом на расстоянии. При входе из гаража стиральная сушильная машина, также шкафы и умывальник. Огромная кухня с островом. Вот эти сетки на террасе предназначены для того, чтобы защитить от попадания в ваш дом всяких мелких ящериц, игуанок и тому подобное живности, которые водятся в аквариуме. Ну и посмотрите, какой великолепный большой бэк-ярд по местным меркам, где можно разместить при желании бассейн. Но, как я сказала, дом находится в gated community. Смотрите, какая огромная мастер-классрум, огромная ванная комната с умывальниками для каждого члена семьи. В нашем случае это мальчик и мальчик. Большой душ. Здесь находится туалет. И посмотрите, какая огромная гардеробная комната. Итак, кто досмотрел видео до конца, может узнать, что цена этого дома $1 миллион. Для такого дома новостройки, который 2 года, это очень низкая цена. Локация Форт Лодердейл. Ехать буквально 15 минут до океана, 15 минут до даунтауна города. Форт Лодердейл это флоридская Венеция. И такой дом возле океана стоит примерно в 3 раза дороже, от 3-4 миллионов и выше. Видите, вот новый дом, его цена на сегодня продажа $6 миллионов. Еще год назад на месте этого дома стоял старенький дом. Сейчас покажу, как примерно он выглядел. То есть их цена этих старых домов на канале была порядка $1,5 миллиона. Вот, например, 1,7 миллионов за них просят. 2 года назад для своего клиента я нашла здесь дом без канала за 850 тысяч. У нас была сделка. На сегодня такой дом стоит $1,5 миллиона. Старые дома, которые реконструированы, видите, то есть за такой дом уже захотят порядка $2,5 миллионов. То есть дом не перестраивался, но его реконструировали, улучшили. Вот такой дом будет стоить порядка $1,5 миллиона. Вот есть такие дома большие. Видите, они в свое время считались элитными. В принципе, по местным флоридским меркам этот дом до сих пор расположен на канале, может считаться элитной, потому что его цена будет выше $3 миллионов. Вот этот дом, который мы сейчас смотрим с вами новый со стороны, он стоит $4,8 миллиона. И построен он на месте вот такого одного из старых домиков, которые были куплены, скорее всего, порядка за 1,2-1,5 миллиона, в зависимости от даты покупки. Впереди очень красивый новый дом. То есть его построили на месте старого дома. Стоимость на старые дома здесь идет от миллиона и выше, даже из $1,5 миллиона, $1,7 миллиона, в зависимости от занимаемого ими участка. Новые таунхаусы, новостройки здесь будут стоить порядка
900 тысяч за таунхаус. Старые таунхаусы будут стоить 600-700 тысяч. Отдельно стоящие новые дома стоят порядка 2,5-2,7 миллионов и выше. То есть, например, вот мы видим новостройку, это дом на 2 хозяина, то есть каждый из которых стоит порядка 1,5 миллиона, 1,7 миллиона. Один общий дом такой целый будет стоить 2,5-3 миллиона. Вот такой вот старый дом может стоить 1 200 000, 1 300 000. Вот такие таунхаусы, которым лет по 20-25, они стоят порядка 600-700 тысяч, ближе они находятся. Здесь великолепная комьюнити, 15 минут до международного аэропорта. И, кстати, хозяин продает этот дом, к сожалению, с убытком, потому что это пара айтишников, которые работали во Флориде удаленно. Но сейчас их вызывают в Нью-Йорке, им нужно срочно уезжать. Поэтому, купив дом за 1 150 000, они его сейчас выставили на продажу всего за $1 миллион. И на него уже есть покупатели. Если вы ищете дома во Флориде и хотите сделать хороший дел, звоните, я ваш риэлтор во Флориде, Виктория Волынец, из Мейнвилл.